Тамара возвращалась с работы домой через парк. Сумки были тяжелыми, и она присела на лавочку немного передохнуть. Было так свежо, тихо и спокойно. По аллее шла девочка лет 10 и вела на поводке огромного кота с кисточками на ушах. Тамара заинтересовалась, таких котиков она еще никогда не видела. Породистый. Она обратилась к маленькой хозяйке кота. «Да, это мейн-кун, такая порода, редкая», — гордо ответила девочка и прошагала дальше. Тамара еще больше задумалась. Да, пришлось ей в жизни общаться с подобной кошкой, но только дикой. Воспоминания пришли сами собой, хотя многие годы она гнала их от себя. Это сейчас она счастлива в браке, и, несмотря на жизненные трудности, у нее складывалось все хорошо. Но жизнь ее начиналась не так уж и безоблачно. Тамара была очень красивая с самого детства. Ярко-голубые глаза, длинные густые волосы, которые мама заплетала в тугие косы. Родилась она в полной семье, родители обожали свою единственную дочь. Родители девочки были начинающими бизнесменами. Из-за частых поездок малышку воспитывала няня. Она была для маленькой Томы как вторая мама. Когда крохе исполнилось 7 лет, в ее жизни произошла трагедия. Родители отправились в другой город по делам и не вернулись. Они попали в аварию, но малышке повезло с няней. Женщина не дала забрать ребенка в детский дом и удочерила девочку, потому как других близких родственников у нее не оказалось. Бывало, что девочка спрашивала о родителях, но Вера Ивановна всегда ей говорила: «Они на небесах, но всегда рядом и приглядывают за тобой». С этими словами женщина обнимала теперь уже свою дочку. Время шло, и к 18 годам Тома расцвела, стала еще краше и была гордостью Веры Ивановны. Училась она на отлично и прекрасно окончила школу. Решила поступать в тот же университет, что когда-то окончили ее родители. Ее вообще привлекала архитектура и все, что с ней связано. Тамара старалась быть лучшей студенткой, ведь ее родители еще помнили в этом вузе, и она должна была стать их достойной сменой. И все шло хорошо, пока в жизни Тамары не появился Данил. Вообще вокруг нее крутилось много парней и поклонников, но она не обращала ни на кого внимания, девушка была полностью поглощена учебой. Даня был сынок одного богатого местного чиновника. Юноша привык получать все, что хочет. В этот раз он захотел Тамару. Но девушка при всей ее красоте была вовсе не легкомысленной, а, напротив, чересчур серьезной. Дорогие подарки, огромные букеты и море комплиментов — это все на нее не действовало, хотя любая другая уже бы упала к его ногам, но не Тамара. Он всячески пытался получить девушку, но получал отказ. Однако это только сильнее его заводило. Уже полгода этот ловелас не давал проходу юной красавице, и она сдалась. Но девушка поставила условие: сперва свадьба, а потом все остальное. Естественно, ни о какой свадьбе Данил даже не думал. Парню нужно было только одно — получить свое от этой красавицы. Однажды он пригласил Тамару в загородный дом. «Отец часто спрашивает о тебе, и мама хочет познакомиться перед свадьбой», — улыбался парень. Он обманом завлек девушку в загородный дом. Естественно, никаких родителей там не было, но Данил уверил Тамару, что они скоро приедут, а пока можно расслабиться и выпить по бокалу вина. Остальное Тамара помнила уже плохо. Все было как в тумане. Он ее чем-то опоил и надругался. Пока она еще не до конца пришла в себя, Данил вывез ее в лес и вытолкнул из машины в разорванной одежде, связанную по рукам и ногам. Тамара очнулась в каком-то доме на чужой кровати. Голова, казалось, сейчас лопнет. Она практически ничего не помнила. Пожалуй, последнее — это то, что она сделала глоток из бокала, который ей предложил Данил. Рядом с ней сидела огромная пятнистая кошка с кисточками на ушах. Она как будто охраняла ее, изучая своими желтыми глазами. «Где я?» — почти неслышным голосом спросила Тома, сама не зная у кого. Очнулась, ну и славно. Пожилая женщина вошла к ней в комнату, неся в руках чашку с какой-то жидкостью. «Ну-ка, Фимка, дай мне место». И она отогнала рысь от кровати,
на которой лежала Тома. «Выпей. Не бойся, здесь отвар целебный, все плохое у тебя уже позади. Я помогу тебе поправиться и все забыть. А я и так почти ничего не помню». Тома взяла дрожащими руками чашку и отхлебнула горькую жидкость. «А может, оно и лучше, что не помнишь. Фима тебя из леса приволокла. Кто это с тобой так и за что? Правда не помнишь? Или не хочешь говорить?» Тома вкратце рассказала Таисии все, что помнила, и о чем уже догадалась сама. «Вот же подонок!» Женщина всплеснула руками. «Надо написать на него заявление». Но Тома наотрез отказалась. «А можно я у вас поживу? Не хочу в город возвращаться. Видеть никого не могу. Вот только надо предупредить маму, где я. Нельзя это так оставлять, девонька. Безнаказанность порождает новое зло. Но дело, конечно, твое. Я не могу заставить тебя наказать этого злодея. Живи у меня сколько хочешь, а с мамой я договорюсь. Не волнуйся». В институт Тамара больше не вернулась. Еще полгода она прожила у своей спасительницы Таисии и рыси Фимки. Подружилась с обеими. Она часто гуляла по лесу, а рысь всегда ее сопровождала. Так что Таисия знала, девушка в полной безопасности. Физические и душевные силы постепенно вернулись к Тамаре, и она покинула своих новых друзей. На прощание она оставила Таисии свой номер телефона для связи. Вернувшись в город, Тома устроилась на работу, а потом продолжила учебу заочно, совсем в другом вузе. Прошло немного времени с тех пор, и в один из вечеров в доме раздался звонок телефона. Взволнованная Таисия сообщила, что Фимка наказала того подонка, который надругался над Томой. Все то же самое он проделал еще с одной девушкой, от безнаказанности, видимо, голову потерял. Да вот только не повезло ему. В этот раз в лесу он наткнулся на Фимку. Дикая кошка подрала его так, что даже если его и вылечат, то сомневаюсь, что его еще когда-нибудь потянет к девушкам. Тамара очнулась от воспоминаний. Девочка с котом, похожим на рысь, уже давно скрылась из вида, и женщина, подхватив сумки, поспешила домой, к своей семье. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.